Меня муж убьет. Я только что наступила на подсак и сломала его. Он дорогой, крутой и долго нам служил. Но теперь его нет. Добрейшего времени суток, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Рыбное хозяйство находится всего в 38 километрах от МКАД, вблизи деревни Олехновичи, и называется КФХ Ермакович. Стоимость рыбалки по состоянию на 2021 год 25 белорусских рублей. Норма вылова на одну путевку 5 килограмм. Ну что, для рыбалки нам предложили два пруда. Всего стоимость рыбалки по путевке составляет 25 белорусских рублей. Вот такую путевку нам выдали на двоих. То есть за двоих мы отдали 50 белорусских рублей. В общем, сейчас поедем ловить. На одном водоеме нам сказали, рыба есть до 5 килограмм, на том, который больше, на том, который поменьше, рыба до 2,5 килограмм. Нам разрешили съехать вниз, чтобы разгрузиться. Ну что, расположились мы вот на такой вот поляне. Как видите, здесь есть беседочки. Беседки, в принципе, все разные, но довольно комфортные. Есть вот такие вот скамеечки. Мы все-таки решили взять по стульчику. Ну и возле каждой беседки есть такие вот маленькие мангальчики. Вот. Я буду ловить на вот этом пруду. Еще рыбалка разрешена вот на вот этом вот пруду. Сейчас посмотрим, что здесь по санузлам. Мое любимое дело — это в туалет сходить на каком-нибудь очередном месте. Он прекрасно. Без дверей, зато, смотрите, даже запаха никакого нет. Отлично. Отлично, что я могу сказать? Мешаться я собираюсь на ароме вот такой вот, карамель сироп называется. Корм у меня крупнофракционный, специальный на карпа желтого цвета. Миша, привет, Михаил Войтов. Ты сказал, что у меня глубокая голова подсака. Но если ты смотрел мое последнее видео с Днепра, там, когда я вылаживала леща, он дал свечку вверх, и если бы у меня была бы не глубокая вот такая вот голова подсака, он бы из меня. Главное, Slide 500, моя любимая удилка, который год мне уже служит. Бывают, конечно, нюансы. Я уже пару раз поломала, но ничего. В магазине Сальма всегда есть в продаже дополнительные части для того, чтобы
в любой момент ваши удилки отремонтировать. Если, конечно, удилище не снято с производства. Чем речной поплавок отличается от поплавка, который ловят на стоячке? Тем, что вот здесь вот дополнительно есть кольцо, чтобы даже проходя по течению, поплавок не вот так вот накренялся, а вот так вот стоял. Вот такой вот поплавок у меня, он для ночной рыбалки. Можно достать и засунуть туда светлячок. Вот. Сейчас мы посмотрим, что здесь по глубине. И начнем ловить. Если вы видите, что ваш поплавок находится в том положении, в котором вы видите его сейчас, это значит, что глубина, выставленная на удилище, превышает глубину, которая есть на водоеме. И значит, поплавок нужно опускать вниз, тем самым уменьшая глубину ловли. В данном случае вы видите, как тело поплавка достаточно сильно поднято над водой. Если вы сделаете глубину еще чуть-чуть меньше, то глубина будет установлена правильно, и при поклевке вы четко будете видеть ее отражение на поплавке. Ну и что, давайте, пока я сейчас еще осуществляю все подготовительные мероприятия, я надену на свой небольшой крючок, я думаю, что нужно надеть вообще побольше, надену парочку кукурузинок. Бондюэль. Такой корм вместе с сиропом, он является достаточно инертным, и если вы ловите где-то на дикаре, допустим, либо на водоеме, где есть мелочь, маловероятность, что он будет ее привлекать, потому что сильный пылящий корм, он, конечно, привлекает мелкую рыбу. Ну и как видите, на кукурузу у нас молчит. На самом деле я думала, что на кукурузу сразу что-нибудь клюнет, но нет, даже не сбивает. Попробуем поставить огромнейший пучок мотыля, огромный пучок вот такой вот мотыля на наш крючок. Так. Вся рыба приходит сюда с рыбхозов, и на рыбхозе рыбу кормят чем? Комбикормом. Поэтому поставим на вторую удочку комбикорм с опарышем. Пока на одной на дне чилит червячок, я уже пробую опарыша. И сейчас я пытаюсь найти наживку, на которую будет клевать. Если я не поймаю карпа, ребят. Здесь должно клевать, как из пулемета, понимаете? Но не клюет. Вы говорите, как ванны. Ну ладно, приедете, половите. Ни хрена. Так, ребятки. И у нас здесь есть... О май гад. Ребятки, мелкий карасик. Смотрите, какой. Здесь есть.
Оп, смотрите, сколько здесь мелкого карася, видите? Есть вариант попробовать, чтобы поймать покрупнее, увеличить количество, может он на опарыша берет, так может увеличить количество опарыша. Попробуем. Что я могу вам сказать? Если сейчас поставить опарыша одного с мотыликом, то клюет некрупный карасик. Все вот мужчины местные, кто здесь постоянно ловит, я уточнила, все ловят на кукурузу. Поэтому сейчас я поставила кукурузу и жду на кукурузу. Посмотрим, что может быть дальше. Поменяла крючок, поставила больше. Песка, наверное, 18. Крючок такой, чтобы влазило оно 3 кукурузины. Покушаю, проголодалась. Вот стало так прохладно, как будто сейчас осень. Так, ребятки, наконец-то. Не скажу, что что-то большое. Клюнула на комбикорм с кукурузой. Ники, он, ребятки, не знаю. Наверное, при транспортировке был побитый. Ну, будем собирать, да. Клюнул он на комбикорм с одной кукурузкой. Так. Всем приятного аппетита. Кстати, под моим видео есть промокод, по которому вы можете на сайте, на который я оставлю ссылочку, купить вот такой нож, либо какой-нибудь другой нож со ссылкой, со скидкой 5%. Поэтому пользуйтесь промокодом для возможности покупать себе. Доставку контора осуществляет во все страны. Транспортной компании, есть все сертификаты соответствия, поэтому вы можете заказывать и не бояться. А то там кто-то писал, что у меня холодное оружие. И меня посадят. Да, посадят. Скорее всего, он там уже сидит. Да, в принципе, как я и ожидала. Какая-то мелочевка совсем миленького. Видите? Мы запускали сюда такую вот мелочевочку. Ну что, ребята, пришел его звездный час. Сейчас мы посмотрим, что тут по рельефу, что по глубинам, что по температуре и что по рыбе с нашей стороны. Мне очень интересно на самом деле. Потому что меня задолбала эта
клюет. Один и 7, 1,8 метра с моей стороны. Здесь рыбы нет. Видите? Сколько я не веду, рыбы нет. Я не знаю, что вам сказать. Я не знаю, что вам сказать. Почему? Потому что... Ну, рыба же должна быть хоть где-то, правильно? Но ее вообще нигде не показывают, вы понимаете? Либо это эхолот врет, либо здесь очень маленькая плотность рыбы. Ну что, ребятки, в который раз я убеждаюсь, что карп клюет там, где он стоит. Если вы находитесь на платной рыбалке, на платнике, то он где-то может стоять локально в одном месте. И если вы его находите, вы в нем ловите. Сейчас я пробила эхолотом локацию, в которой сама ловлю, а рыбы здесь не показала. Либо рыба ходит вдоль береговой линии, либо она ходит прибитая из-за ветра к правому берегу, ребят. Я не знаю. Ребятки. И вот поклевочка произошла прямо с по берега. Не поверите, на что. На парш с мотылем, ребят. На тонкий поводок 0,14, на маленький крючок, на бутерброд опарыш с мотылем. Прикормила жмени кукурузы, клюнул прям вот. Оп, видите, какой малышка. О. Вот этот уже более-менее нормальный. Коптильный размер. Еще по 2 таких можно было выделить. Быстренько. Так вот, ребята, диппер не показывал рыбу. Я подумала, если диппер не показывает рыбу в середине воды, значит рыба, ну типа если по возможности, вот там типа с расчетом на то, что все-таки хозяева не обманывают, подумала, что рыба просто может прятаться где-то вдоль береговой линии. Так и оказалось, в принципе.
Друзья, вот так как бы казалось бы, что вы приезжаете на платный водоем, и все абсолютно легко, и ловится как в ванной, как в магазине. Вы думаете, что вы забросили и будете ловить много-много рыбы. Все это неправда. Вы приезжаете на любой платный водоем, и вам приходится разбираться. Почему? Потому что на платном водоеме очень большая конкуренция. Рядом с вами сидят люди, которые тоже хотят словить рыбу, и вам нужно понять, где рыба ходит, как она ходит, что она ест, что она хочет, и найти ее дороги. Мать моя, женщина, это же оводы, они здесь. Черт возьми, ребята, вот такая рыбалка получилась. Смотрите, прикольно, что эхолот не показал рыбы на середине, да. И благодаря эхолоту я поняла, что рыбу нужно искать где-то вблизи береговой линии. И я ее нашла. И получается, я весь день ловила подальше от себя. Нужно было ловить поближе к себе. Вот так вот, получается, нужно было делать. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки, оставить комментарии и следить за обновлениями. Вы можете не просто порыбачить в КФК Ермакович, вы можете хорошо покушать, купить себе вкусное копченое сало, купить себе мед, яйца, натуральную продукцию, которая очень вкусная, и я обязательно буду пробовать ее дома. Тем более, что я очень люблю сало, а мед это очень полезно.